Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Да, вот такую красоту шила под вашим чутким руководством. Вы помните, что сначала из остатков, обрезков, лоскутков и выпадов кроя по ускоренной технологии нашили огромное количество квадратов, состоящих из двух треугольников, а потом к ним добавили еще детали темно-синих квадратов и сшили замечательное лоскутное одеяло размером 108 на 125 сантиметров. А в прошлой серии мы увеличивали размер этого маленького одеялка за счет темно-синей широкой каймы. Получилось все прекрасно и замечательно. Но чего-то не хватает. Как-то сиротливо и грустно смотрится этот лоскутный фрагмент в центре. Это как жена говорит мужу: что-то наша курица загрустила, давай ее зарежем. А муж отвечает: ты думаешь, ее это развеселит? Но мы ничего резать не будем. Мы ведь дамы запасливые. Помните те узкие полоски ткани, которые мы нашивали на ленты клеевого флизелина? Настал их звездный час. Эти заготовки лучше готовить сразу, не накапливать много полосок. Легко хранить эти ленты в свернутом виде, а в случае необходимости удобно пользоваться. Уже готова очень интересная лоскутная полоска. И еще для работы мне понадобится бейка. Прямая полоска ткани шириной 3 сантиметра. Мои постоянные зрители, конечно, заметили, что в последнее время у меня в работе очень красивые яркие ткани. Заказываю я их в интернет-магазинах. И, конечно же, очень люблю заходить в гости к моему любимому Васильку. Держите меня 7. Наверное, это любовь. Очень нравится распаковывать мешки с новинками. Вы же понимаете, что здесь подарки для всей семьи. У меня отец с матерью, 3 детей. Мне нравится постельное белье. Можно подобрать нужный размер. В этом году синоптики обещают, что лето все-таки будет, и футболка пригодится. Но знаем мы эти прогнозы погоды, толстовка из плотного флиса с начесом очень нужна, и штаны тоже. И что-то все мне заявили, что будут бегать по утрам, заниматься спортом, ходить в походы, вокруг дома с ночевой. И, конечно же, добавила еще ткани. Когда есть выбор, то можно придумывать новые проекты. Дорогие мои девочки, помните, что по промокоду Поле10 ткани можно приобрести с 10% скидкой. Для начала все лоскутные ленты сошьем, соединим между собой в одну длинную полосу. Шьем все сразу, гирляндой, нитки не обрываем. Прошили одно соединение, прошиваем следующее. А теперь обе длинные стороны лоскутной ленты обошьем бейками. Тщательно проутюжим заготовки, расправим бейки, а потом их края просто отвернем на изнаночную сторону и проутюжим, закрепим этот сгиб.
На нашем уже готовом простеганном лоскутном одеяле наметим линии шва. Примерим, с какого места начать шить. Синтепон у меня был не очень толстый, сотка. Все полотно хорошо и ровно простегано, поэтому я могу себе позволить такие эксперименты. Строчку прокладываем на расстоянии 1 мм от края. Сначала нашиваем такую полоску с одной стороны лоскутного одеяла, а потом с другой, противоположной. А уже потом пришьем полоски к длинным сторонам. Вы видите, как можно обработать угол. Открытый край лоскутной полоски просто подгибаем и пришиваем. Каждую лоскутную ленту я закрепляла 3 швами. 2 по краям, 1 по центру. Знаете, который раз думаю, как хорошо, что я самоучка. Основы узнавала по книгам, а приемы шитья и соединения деталей или где-то подсматривала, или изобретала сама, глядя на свои ткани и ориентируясь на свои возможности. Вот если б я училась в какой-нибудь школе или у учителя, то постоянно бы получала критические замечания, что все делаю не по правилам. А это отбивает желание творить. Вот такая красота у нас получилась. Бейки взяла под цвет основного фона. Не хотелось вносить цветовую сумятицу. Хотя, кто знает, может быть, с другим цветом беек получилось бы тоже очень интересно. Но вы понимаете, что я дала вам идею, как можно сложную задачу выполнить легко и просто. У меня изначально была задумка с этой цветной каймой, но опасалась, что запутаюсь в размерах. Буду рада, если вам пригодится моя идея. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!